Сейчас у нас идут слухи про монстра. Но это всего лишь для того, чтобы нас отвлечь. Ведь самый главный секрет Fortnite и 9-го сезона говорит нам о том, что 10-й сезон окажется самым последним. И на этом наш сюжет Fortnite оборвется. Здрасте, с вами я, Тейнес, и в данном ролике вы узнаете информацию, которую нигде вам не расскажут ни на ютубе, и вы ее не сможете найти в интернете. Иди нахуй отсюда. Потому что ее нет, ведь это глобальный секрет 9-го сезона Fortnite. И за это вам нужно поставить обязательно лайк, ведь я очень старался и искал эту информацию специально для вас, чтобы снять этот ролик. Также не забывай ставить колокольчик, ведь совсем скоро мы будем разыгрывать 50 тысяч V-баксов среди подписчиков, и чтобы тебе об этом узнать, колокольчик тебе поможет. И участвуй в розыгрыше, который проходит каждый ролик на 1000 V-баксов. И сейчас выиграл вот этот парень. Обязательно напиши мне в Инстаграм, либо же ВКонтакте. Все ссылки, куда мне написать, есть в описании. И не забывай перед просмотром то, что у нас есть партнер, который дает совершенно бесплатно до 6500 рублей. И это 1xbet за первый депозит. Ставки на спорт и киберспорт. А где получить бонус и сама ссылка находится в закрепленном комментарии под видео. Погнали! Сейчас у нас на телевизоре должно быть предупреждение в Fortnite об опасности. И также скоро у нас появится таймер над новыми башнями, который будет вести отсчет до начала нашего ивента, как и было на Подлом пруду. Но сейчас у нас в слитом файле таймера можно заметить название голограмма, что говорит нам о том, что это будет технология будущего. У нас также в новых башнях есть голограмма в виде бургера и на башне часы. Скорее всего, они будут выглядеть именно так же. Последний раз наш монстр был на Подлом пруду, а точнее, он там оставил свой след и повредил кабель, который идет от нашего бункера в новые башни, с помощью чего здания и получают энергию. Когда монстр ударил кабель, произошло разовое замыкание, и тогда он смог попасть внутрь. Именно поэтому на карте всего лишь один след. А сейчас наш бункер снова закрылся, и монстр находится внутри, из-за чего и вызовет таймер, который в 8-м сезоне у нас вызвала сингулярность. А она является нашим секретным скином 9-го сезона, и ее статуя стоит в центре новых башен. У нас даже есть звуки, которые я вам включал и говорил, что монстр находится в океане. Но теперь я думаю, что он находится внутри бункера. Именно поэтому и слышен на звуках такой гул. И когда монстр сломает все внутри, произойдет возвращение в прошлое. И сейчас вы поймете, с чего я так решил, ведь к этому есть доказательства и сливы. Джоунси нарисовал полностью все сезоны Fortnite на стене, когда находился в заточении и не мог выбраться. Но он не боялся, что все забудут про сезоны. Он делал для себя пометки, чтобы самому не забыть, что уже прожил эти моменты, и чтобы что-то изменить. Чтобы поменять хронологию событий, он проживал эти моменты уже несколько раз и каждый раз дополнял свою картину. Ведь Джоунси никак не мог узнать про монстра в айсберге еще в 8-м сезоне, когда забегал в бункер вместе с Бананом. Но самое интересное это то, что Банан и есть сам Джоунси. Ведь если мы посмотрим видео на официальном YouTube канале, то мы можем увидеть молодого Джоунси и как он становится Бананом, дотрагиваясь до портала.
Получается, в конце 8-го сезона молодой Джонси бежал от вулкана в бункер вместе с Бананом, которым и был он. Да, звучит странно, но вы послушайте дальше. И на все, что я говорю, я, естественно, привожу неопровержимые доказательства. В центре нашего изображения показано то, откуда все появилось, как создавалась карта Fortnite и кто ее создал. Джонси знал этот секрет, потому что он уже несколько раз проживал эти сезоны, но мы его не знаем до сих пор. А это снова нам говорит о том, что мы в 10-м сезоне можем вернуться назад во времени, в тот момент, когда ничего этого еще не было и все только зарождалось. И вот тогда мы узнаем все секреты Fortnite, и, наверное, 10-й сезон станет для нас последним. Конец сюжетной линии и самому сюжету Fortnite. Конечно, потом можно было бы продолжать 11-й сезон, но если мы окажемся в прошлом, то после того, как пройдет 10-й сезон, должны будут пойти по кругу остальные сюжеты с 3-го по 9-й и снова по кругу. И именно поэтому Джонси уже знал, что монстр будет в полярном пике. И поэтому он смог нарисовать всю картину всех сезонов, пока был в заточении. Также на самой картине мы можем заметить стрелки, как проходили наши сезоны. Но они заканчиваются на том моменте, когда ракета влетает в портал. И, видимо, Джонси еще не успел дорисовать их, потому что не смог вспомнить. Но после этого, я думаю, эпики снова что-то придумают, но уже что-то новое, что даст новый свет нашей любимой игре. Но и вполне вероятно, что это лишь возможное развитие будущего, и может быть мы сможем что-то изменить в прошлом, и пойдет новая линейка развития сюжета, без метеоритов, без монстров и без куба. Ведь у нас в трейлере 9-го сезона на дирижабле было написано, что будущее за нами. И значит, что мы полностью можем изменить сюжет будущего, как я и сказал ранее, и пойдет новая линейка событий Fortnite. Ведь еще у нас Дональд Мастард, креативный директор Epic Games, снова поменял геолокацию. И сейчас у него написано Zero In, что в переводе означает «обнуляй в». И значит, что будет обнуление. Обнуление игры Fortnite. Также, если ввести немного это слово по-другому, то у них есть несколько значений. И сейчас мы предположим, что же Дональд Мастард может иметь, если не обнуление. Первое, что возможно в переводе, это прицелиться или направить на что-то взгляд. Что вполне вероятно, если у нас все же будет босс в Fortnite и у нас будет финальная с ним битва. Второй возможный перевод – это постепенно приближаться к чему-то, например, к физическому расположению или к пониманию концепции. Второй перевод нам говорит о том, что, возможно, это идет приближение к чему-то физическому, как, например, к нашему монстру, к которому мы начинаем подбираться все ближе и ближе. И последняя возможность перевода – это сосредоточить внимание на чем-то. И, возможно, Дональд Мастард пытается нам намекнуть о том, что нам нужно сосредоточиться на монстре. Но мы уже поняли то, что он пытается нас этим отвлечь. Дональд Мастард в своем местоположении намекает нам на то, что мы можем что-то сейчас увидеть или сосредоточить на чем-то свое внимание. Спасибо всем большое за просмотр, с вами был я, Тейнес. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и обязательно колокольчик, ведь именно он будет напоминать вам о выходе видео самым первым. В этом ролике я очень старался сделать все максимально понятным для вас. Обязательно пишите свои теории в комментариях. Увидимся в следующем ролике, приходите, первые комментарии я лайкаю. Всем удачи и пока!